Всем привет! В этом видео я собрала 5 вкусных и быстрых десертов, которые отлично подойдут на новогодний стол. Все десерты готовятся без выпечки и получаются красивыми. Первым приготовим десерт с персиками. Он сразу же притягивает взгляд своей красотой, а сочетание персиков и нежного молочного слоя покорят вас своим вкусом. Сначала приготовим молочный слой. В мисочку насыпаем 15 грамм желатина и наливаем примерно 100 мл молока. Все перемешиваем и оставляем набухать желатин. В остальное молоко насыпаем 30 грамм сахара и 10 грамм ванильного сахара. Все перемешиваем. Всего для десерта понадобится 600 мл молока. Желатин уже набух. Распускаем его в микроволновке импульсами по 10 секунд. После каждого раза перемешиваем. Также желатин можно распустить на маленьком огне, постоянно перемешивая. Распущенный желатин выливаем в уже подготовленное молоко. Все перемешиваем. Приготовленную смесь разливаем по креманкам. Я взяла 4 креманки по 330 мл. Креманки ставим в холодильник застывать. Молочный слой застыл. Начинаем приготовление следующего слоя. Берем 300 мл сиропа из консервированных персиков и насыпаем в него 1 чайную ложку желатина. Все перемешиваем и оставляем набухать желатин. Половинки консервированных персиков нарезаем тонкими пластинками. Пластинки персиков выкладываем на застывший молочный слой по кругу от краев к центру в виде цветка. Для десерта понадобится 1 банка персиков объемом 820 мл. Желатин в сиропе уже набух. Распускаем его в микроволновке или на маленьком огне, постоянно перемешивая. Приготовленным сиропом потихоньку заливаем персиковую розочку. Если залить сироп очень быстро, то появится много пузырей и персики могут сдвинуться. Все опять ставим в холодильник застывать. Десерт с персиками получился очень красивым и вкусным. Готовится несложно и отлично подходит на праздничный стол. Из этого количества ингредиентов получается 4 креманки десерта по 330 мл. Вторым приготовим очень быстрый десерт с зефиром. Готовится он буквально 10 минут. Такой десерт сможет приготовить каждый на любой праздник или просто так. Сначала подготовим ингредиенты. Зефир разделяем на половинки. Половинки зефира нарезаем небольшими кубиками. Всего понадобится 5 зефиров. 4 киви чистим от шкурки. Подготовленное киви тоже нарезаем кубиками. 4-5 мандаринов чистим и разделяем на дольки. Дольки мандаринов нарезаем на кусочки. Складываем десерт. На дно креманки кладем первый слой зефира. На зефир наливаем небольшое количество сметаны. Я использовала 20%. Следующим слоем выкладываем нарезанное киви. Кладем второй слой зефира. Сверху поливаем сметаной. Всего для десертов понадобится 150 грамм сметаны. И последним слоем выкладываем кусочки мандаринов. Также фрукты можно использовать другие, например, апельсины или бананы. Для него прекрасно подходят и ягоды, даже замороженные. В качестве украшения я кладу на мандарины еще несколько кусочков киви. Из этого количества ингредиентов получилось 4 креманки десерта по 300 мл. Десерт готов. Такой десерт можно подавать сразу или поставить в холодильник настаиваться примерно на 1 час. В любом случае десерт будет вкусным. В этом десерте прекрасно сочетается воздушный зефир с кисло-сладкими фруктами. Обязательно его приготовьте, это очень просто. Следующим приготовим сметанный десерт с мандаринами, яркий и красочный, который сразу же притягивает к себе взгляд. Сначала приготовим мандариновый слой. В мисочку насыпаем 1 чайную ложку желатина и наливаем 50 мл воды. Все перемешиваем и оставляем набухать желатин. Примерно 400 грамм мандаринов чистим от шкурки и по возможности от белых прожилок. Если у мандаринов есть косточки, то их тоже нужно удалить. Всего должно получиться 300 грамм очищенных мандаринов. К ним насыпаем 2 столовые ложки сахара. Все измельчаем погружным блендером до однородной массы.
Мандариновую смесь ставим на огонь. Периодически перемешиваем и как только закипит, снимаем ее с огня. Оставляем на 2-3 минуты немного остыть. В еще горячую массу добавляем набухший желатин. Все хорошо перемешиваем. Мандариновую смесь с желатином процеживаем через сито. Примерно половину мандаринового желе сразу же разливаем по креманкам. Я взяла 2 креманки объемом по 280 мл. Желе ставим в холодильник застывать. Пока застывает мандариновый слой, приготовим сметанный. В мисочку насыпаем 1 чайную ложку желатина и наливаем 50 мл воды. Все перемешиваем и оставляем набухать желатин. Берем 250 мл сметаны любой жирности, я использовала 20%. К ней насыпаем 1 столовую ложку сахара и 5 грамм ванильного сахара. Все немного перемешиваем. Сметана должна быть комнатной температуры. Желатин уже набух. Топим его в микроволновке импульсами по 10 секунд. После каждого раза перемешиваем. Распускаем набухший желатин и выливаем его в сметану. Все хорошо перемешиваем до однородности. Мандариновый слой уже застыл. На него аккуратно наливаем половину приготовленной сметанной смеси. Опять все ставим в холодильник застывать. Когда застыл сметанный слой, наливаем на него оставшуюся половину мандаринового желе. Опять ставим в холодильник застывать. На застывший мандариновый слой выливаем оставшееся сметанное желе. Из этого количества ингредиентов получилось 2 креманки десерта по 280 мл. Снова ставим в холодильник застывать. Желе застыло, теперь займемся украшением. Мандарины чистим от шкурки и от белых прожилок. Дольки мандаринов разрезаем пополам. Из этих долек на десерте красиво выкладываем цветок. Десерт готов, можно подавать на стол. Этот десерт можно приготовить заранее и хранить в холодильнике, только его нужно накрыть сверху пищевой пленкой, чтобы он не заветривался. Следующим приготовим десерт с вишней. Готовится он просто и продукты доступные. Для его приготовления сливок и желатина не понадобится. Сначала подготовим вишневую прослойку, так как ей нужно остыть. В сотейник кладем 1,5 стакана вишен, это примерно 300 грамм вишни с косточкой. Из вишни нужно предварительно удалить косточки. Насыпаем 2 столовых ложки сахара, наливаем 100 мл воды и добавляем 15 грамм крахмала, это 1,5 столовых ложки со средней горкой. Все перемешиваем и ставим на огонь. Варим смесь на среднем огне, постоянно перемешивая. Как только все закипит, варим еще примерно 1 минуту и снимаем с огня. Даем полностью остыть. 150 грамм овсяного печенья ломаем и кладем в измельчитель. Все измельчаем до мелкой крошки. Получившуюся крошку пересыпаем в миску. И добавляем 30 грамм мягкого, но не растопленного сливочного масла. Все перемешиваем до однородности. В отдельную миску кладем 200 грамм творога и добавляем 180 грамм йогурта без добавок. Я использую греческий йогурт. Сюда же насыпаем 2 столовые ложки сахара. Измельчаем погружным блендером до однородности. В стаканы насыпаем приготовленную крошку из печенья. Каждый стакан заполняем примерно на треть высоты. Следующим слоем наливаем измельченный творог с йогуртом. Из этого количества ингредиентов у меня получилось 4 стакана десерта по 270 мл каждый. Сверху выкладываем приготовленный вишневый конфитюр. Десерт готов, можно подавать на стол. Десерт с вишнями получился красивый и вкусный. В нем прекрасно сочетается приятная кислинка вишни, нежный творожный слой и овсяная крошка из печенья. Такой десерт приготовить сможет каждый, так как продукты все доступные. И пятым приготовим муссовый десерт из ряженки с бананом. Это очень нежный и вкусный десерт, который готовится очень просто и из доступных продуктов. В мисочку насыпаем 10 грамм желатина и наливаем 50 мл воды комнатной температуры. Все перемешиваем и оставляем набухать примерно на 10 минут. В стакан блендера нарезаем кусочками 2 средних банана. Сюда же насыпаем 2 столовые ложки какао и 2 столовые ложки сахара.
Наливаем 450 мл ряженки. Все взбиваем до однородности. По желанию сахар в десерт можно не добавлять. Желатин уже набух. Разогреваем его в микроволновке, чтобы он стал хорошо теплым. Приготовленную массу из ряженки и банана для удобства переливаем в емкость с носиком. Сюда же постепенно наливаем растопленный желатин. Все хорошо перемешиваем. Ряженку для десерта нужно использовать комнатной температуры. Если ряженка будет холодная, то желатин может сразу же застыть и образуются комочки. Приготовленную смесь сразу же разливаем по стаканам или креманкам. Из этого количества ингредиентов у меня получилось 3 стакана десерта по 250 мл. Стаканы с десертом ставим застывать в холодильник. Небольшой кусочек черного шоколада трем на крупной терке. Застывший десерт сверху украшаем тертым шоколадом. Муссовый десерт из ряженки с бананами получился очень нежным и вкусным. В нем отлично сочетается ряженка с легким вкусом банана и тонким ароматом какао. Готовится десерт очень просто и получается всегда.